Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня первая часть видео о моей коллекции раскрасок. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я вообще не собиралась пока снимать такое видео, но поскольку непонятно, что будет с YouTube, то я решила поснимать видео впрок. Я уже сняла коллекцию косметики и сейчас снимаю коллекцию раскрасок. Видео будут выходить позже. И, собственно, косметику я снимала 13 апреля, сейчас 14 апреля, и я начинаю потихоньку снимать все части. Ну и там посмотрим, когда я их выложу, потому что если по какой-то причине будет сложно или невозможно заливать видео на YouTube, то, по крайней мере, они будут сами по себе выходить в отложенном формате, и канал будет функционировать. Ну что ж, давайте приступим. Я особо там как-то делить раскраски не буду. Какую-то часть, а может быть все сняла с одной полочки и сняла. Показала в видео. По этому же принципу я и косметику снимала. Ну, давайте начнем. Вот первое, что у меня лежит, это две раскраски от автора Ксении Громовой. Во-первых, «Мороз и солнце». Она у меня из этой серии появилась вторая по счету. Ну и тут есть некоторые раскрашенные иллюстрации. Тут я уже стала склеивать, как только раскрасила, потому что разваливается она запросто. Эту конкретно раскраску я брала на складе за какие-то просто копейки. Ну и тут я уже как-то более осмысленно, разнообразно раскрашивала. Так, что тут еще? Вот эта иллюстрация сделана. Такая мандала раскрашена. Еще вот этот. Ну как, мандала, наверное, можно сказать. Здесь ничего больше не раскрашено. Вот, кстати, здесь я не склеила, а надо бы. Потом вот эта иллюстрация. Ну, это как раз в этом году. Ну, в общем-то, и все. А следующее — это «Райский сад». Я ее первой купила от данного иллюстратора. Покупала фикс прайс. Я не помню, сколько она стоила, но мне кажется, наверное, 99 рублей. Мне так кажется, могу ошибаться. Это я покупала в 2018 году. Ну и тогда я... Да, 99 рублей весной 2018 года. Ну, у меня тогда мама в больнице лежала, поэтому я, в принципе, хорошо запомнила. Вот это более поздние иллюстрации, которые я здесь красила. Это я не помню, когда я красила. Вот, но тут, конечно, по-моему, побольше работ сделано. Ну да. Но в тот момент, когда я покупала, я много раскрашивала фломастерами. А в тот момент, поскольку еще у меня мама была в больнице, это уже более позднее, то, конечно, для меня раскраска служила непосредственно антистрессом. Хоть каким-то, хоть как-то. Это уже позже, потому что здесь на фоне масляная пастель, я ее позже покупала. Так, вот здесь я уже чую, листочки готовы выпасть. Надо успеть все это дело как-то заклеить. Вот этот именно в то время была, ну, чуть позже раскрашенного. Но более-менее тут мне нравится. Ну, как бы простенько, конечно, но все же. Так, сейчас посмотрим. Вот еще эта иллюстрация. Такая.
мне тогда еще так более-менее нравилось раскрашивать вот по-простому. Хотя, кто знает, может быть, я к этому и вернусь. Иногда хочется что-нибудь как-то так раскрасить. Вот, да, вот это я тогда красила. Здесь вот фломастер полосил. Но в целом мне нравится. Ну, вот тогда, да, вот это вот с этого примерно начиналось. Тогда я еще, знаете, купила маркеры, закос под Sharpie, потому что тогда еще их купить здесь было нельзя. Это сейчас уже есть нормальные шарпики, а тогда был закос. И тут вот они уже, конечно, сильно косячили. Вот. А тут, я так понимаю, не только фломастер полосил, но мне кажется, что он еще со временем выцвел. Может быть, я потом доделаю. Это уже чуть позже. Тут я добавила фон. Ну, то есть, видите, в принципе, она достаточно заполнена. Следующая раскраска — это единороги. Насколько я понимаю, здесь вообще как минимум две части. И первый раз я ее полистала в Ашане, мне она понравилась, но почему-то я ее брать не стала. Потом об этом пожалела и где-то еще заказала данную раскраску, наверное, может быть, на Лабиринте или еще где-то, потому что мы сейчас посмотрим, может быть, здесь есть информация. Нет, здесь только я номер проставила, ну, наверное, или Лабиринт, или MyShop, что-то такое. По-моему, я покупала ее весной 2020 года, когда сидели еще дома. Вот. Потом я поняла, что это немножко не то, та же серия, но не совсем то, что я видела и листала в Ашане. Но в целом она мне нравится, но так и лежит, потому что все-таки шерстку я раскрашивать не умею. И здесь довольно большие пространства. А там, знаете, красить просто фломастерами мне неохота. А вообще сама по себе раскраска очень нравится. Ну, пока вот лежит. Но это не одна иллюстрация. Я сейчас покажу, что здесь еще раскрашено. Да, то есть, если обычно я показываю видео только, ну, о коллекции, только сами раскраски, то здесь я еще, скорее всего, полистаю. Покажу раскрашенные работы. Вот такая единорожка была раскрашена. Тут, насколько я помню, вот это фломастером мастер-класс, ой, карандаши, а остальное может быть фикс прайс, еще что-то. Это я, наверное, где-нибудь в ноябре раскрасила какого-то года, может быть, 20-го, да, 20-го, наверное, так. Вот больше я не помню, красила здесь что-то, не красила. Сейчас посмотрим. Нет. Вот получается, что здесь всего лишь две иллюстрации раскрашены. Далее раскраска из другого измерения. Математика бросает вызов, прими его. Не просто раскраски, серия. Я ее покупала на складе, но нет, она у меня вообще начата. Вот это я раскрасила, и больше как-то ничего. Хотя на самом деле здесь можно очень интересно как-нибудь пораскрашивать. И здесь бумага. Ну, она гладкая, белая. Не, я думала поплотнее, но она и не тонкая. Но пока больше ничего здесь не раскрашено. Еще у меня «Волшебная страна счастья» Анатолия Некрасова. Художник Маш Мух. Или как-то так. Но эти раскраски, вот, к сожалению, они разваливаются. Надо с ними поаккуратней. А здесь на фоне сухая пастель, ну, так простенько пораскрашивала. И еще начала вот это. Потому здесь фон масляная пастель. Ну, мне как-то много было, целый разворот. Я решила, что хотя бы вот половинку. Так, посмотрим, что еще. Вот такая иллюстрация здесь сделана. Но я давно не притрагивалась к этой раскраске. Вот страничку уже, видите, что с ней происходит. Тут по этому же принципу раскрасила половинку. Здесь на фоне, видимо,
сухая пастель или масляная пастель немножко. А вот это я тоже сделала в 2 захода разворот. Сначала одну страничку, потом другую в качестве новогодней. Вот еще иллюстрация. Ну, фон тут поярче, чем выглядит на камеру. Потом фломастерами, кажется. Фломастеры же это, да. Фломастерами. Ну, знаете, я удивлена, что здесь, скажем так, больше, чем я думала, раскрашено. Из этой же серии Виталий Гиберт «Счастливые раскраски для мальчиков». Вот эту я не помню, где брала. Тут интересно написано. Нет. А эту я брала на складе тоже за 40 рублей в 2019 году. А начала в 2021 году, 18 февраля. Ну, давайте посмотрим, что я тут начала. Ну да, вот это. Сразу склеила, чтобы не развалилось. Ну, так, по-простому. Фон более яркий, это сухая пастель Мунга. Она хорошо пигментирована. И, кстати, это на камеру кажется, что пятнами. То есть, да, эти пятнышки как выделяются, но в целом все более прилично. Ну, в общем-то и все. Хотя сама раскраска очень хорошая. Ну вот, если пройтись по этой серии, ну, вернее, не по этой серии, а по раскраскам, скажем, вот такого формата. «Эльфы и драконы» Клары Харт. Ну, она была одно время вообще самой моей любимой раскраской. На тот момент у меня уже появились карандаши Лира Асилис. Вот, я вот это раскрасила. Сейчас полистаем. Тоже вот единорожки всякие. Мне нравится, что тут все подписано, пронумеровано. Классно. Вот такой разворот. Я, честно говоря, не помню, был он такой бледноватый или же со временем все это так посветлело. Я тогда где-то увидела такой способ раскрашивания, когда брали, допустим, 2 карандаша, например, синий и голубой. Синим обводили контур, а голубым все остальное заливали. Мне тогда это очень понравилось, потому что всяких переходов я еще делать не умела. Много красила фломастерами, гелевыми ручками, и мне показалось, что это вообще очень даже неплохой вариант. И мне кажется, что это были, скорее всего, как раз-таки акварельные карандаши Лира Асилис. Вот я сейчас думаю, что, ну, с одной стороны, мне тогда нравилось, как все это выглядит, но вот сейчас мне кажется, что действительно, видимо, со временем все это стало более светлое, но при этом, в отличие от манделузов, которые вот если сразу не размоешь, потом не размываются, эти поддаются размытию, поэтому, может быть, все-таки подправить. Да, с одной стороны, хочется оставить как есть, но если стало бледней. Вот здесь мне тоже кажется, здесь вот результат, вот как сейчас выглядит, нравится больше. Я использовала тот же принцип, но, наверное, все-таки я бы что-то попробовала переделать. Не все, но местами, да, я даже где-то размывала. Вот эта иллюстрация мне очень нравится. Я обычно раньше прям могла за вечер целый разворот раскрасить, погрузившись в этот вот мир. Тоже вот видите, как красила. Не, ну в целом мне нравится. Потому что, да, сейчас бы я сделала по-другому. Это выглядело бы еще лучше. Но я вспоминаю, как было дело, и я понимаю, что и тогда было очень атмосферно, и сейчас как бы сразу в это все погружаешься. Я, правда, никогда не любила вот эти моменты, никогда вот этого не понимала. Хотя, в принципе, это можно раскрасить как какие-то камушки, какие-то драгоценности, это будет здорово.
А может быть, так оставлю. И вообще, может быть, продолжу раскрашивать в этом стиле. А вот это, к сожалению, у меня получилось, грубо говоря, испортить. Дело в том, что изначально, вообще, по-моему, это была чуть ли не одна из последних иллюстраций, которые я тут раскрасила. И долгое время были раскрашены вот эти вот листочки оранжевым и зеленым, и вот эта арка. И мне очень нравилось, как получилось, потому что действительно хорошо. Но меня смущала вот эта пакость, все эти драгоценности. Ну да, я права, это имеется в виду как всякие камушки. И они меня смущали, я не знала, как сделать фон. Долго-долго вот это все как-то у меня было недоделано, и потом, когда у меня появилась масляная пастель, я решила, что сделаю такой фон. Ну и боялась испортить, и, в общем-то, к сожалению, испортила. Может быть, со временем я что-то подправлю, возможно, стоит здесь больше затемнений добавить, потому что изначально этого всего хватало. Но на вот этом фоне, скорее всего, нужно просто больше добавить темного. И если это были лира Осирис, то, может быть, размыть еще как-то. Ну, ладно. Может быть, со временем дойдут руки. По этому принципу было вот это все раскрашено. И тоже мне кажется, что какое-то время все это было недоработано. Опять же, вот смущает вот всякое такое. Вот эта иллюстрация, мне так вообще очень-очень весь разворот нравился. Вот. Но вот он бледнее стал. Вообще так, вот эта тоже иллюстрация долго была не доделана, потому что я купила гуашь, кажется, гамма, золотую отдельно. Вот. И я тогда не умела пользоваться вообще никак, и вот это все было липкое. То есть, как видите, разница в нанесении здесь и здесь. Здесь более яркое, все блестит, но это адски долго сохло, почему-то она вся липкая. И тут я уже доделывала и постремалась добавлять как-то больше краски, хотя я думаю, что стоит доделать, потому что сейчас я уже с акварелью более на «ты», то есть, господи, с гуашью на «ты». На фоне сухая пастель, и здесь я вот этих ящерок раскрасила, добавила гелевую ручку, но я думаю, что стоит доработать. И вот это раскрашено, мне прям вот эта иллюстрация очень нравится. Тут я даже кожу как-то пыталась на тот момент пораскрашивать. Ну, в тот момент я была довольна собой. Да, приятные воспоминания. Хотя я понимаю, что сейчас я раскрашиваю совсем по-другому. Так, минуточку, кто тут мне пишет? Окей. Огромное спасибо за добрые слова, Ульяна. Очень приятно. Так, следующая раскраска, кстати, да, вот это уже из серии, из вот этой серии. Виталий Гиберт, «Волшебный город», художник Алина Ежова. Вот как раз это по моему годовому челленджу, но да, я так расстроилась с Ютубом совсем, что начать начала и дальше пропускала. Вот это я как раз таки, по-моему, первое, с чего начала. Так, и есть у меня что-то еще. Здесь я решила каждый день по чуть-чуть раскрашивать, и в итоге вот мой результат. Да, потом вот это я раскрасила. И кажется, на этом все. Надо исправляться. Ну вот, да. Ну, просто действительно, YouTube очень многое для меня значит. А в прошлом году
на моем годовом челлендже раскрасить по максимуму, начать и раскрасить по максимуму, была раскраска Дали Сонг «Магические рисунки. Сад времени». Вот. Ну, давайте еще немножко полистаем. Естественно, что я ее не закончила, потому что, знаете, вот эти раскраски, они все-таки, хоть и хорошие, но сложноваты в заканчивании, именно потому что много здесь однообразия. Вот. Но все-таки вот так вот. Тут и карандаши, и сухая пастель, да, всего понемножку. Вот. Поскольку раскраска не законченная, и, конечно, может быть, периодически я буду к ней возвращаться, то я пока вот эти листы не выбрасываю, потому что, ну, если буду красить, чтобы ничего нигде не отпечаталось, не попачкалось, сами понимаете. Вот. Ну вот она разваливается. Такой разворот. Здесь и акварель детская, и берлинга металлик. Потом еще вот этот разворот. Эти 3 разворота мне нравятся. Кстати, и этот мне тоже очень-очень нравится, как получилось. Вот, нет, ну, для раскраски, которая некоторое время вообще стояла без дела, этот челлендж годовой, он позволил ее все-таки продвинуть, потому что я рассказывала, что так она бы у меня еще долго стояла. Здесь я принципиально не делала фон, так как, в общем-то, я считаю, что он там не нужен. Здесь вот одна иллюстрация, и да, ничего не проложила, а надо бы. И знаете что? Вот здесь вот можно без этого обойтись. А тут вложу. Так, что еще раскрашено? Раскрашен вот такой разворот. Вот эта девочка. Этот разворот. Вот эта страничка мне вообще нравится, это так себе, но здесь я пробовала трафарет и прорисовывала я сухой пастелью, а потом сбрызнула водой. Мне просто посоветовали сухой пастелью, ну и когда дело пришло закреплять, я решила, что раз это водоразмываемый материал, то, в общем-то, отличный вариант. Следующее, ну вот из этой серии, например, фэн-шуй, символы удачи, Наталья Правдина. Ну тут немного, но есть раскрашенные, ну как минимум одна так точно. Это, по-моему, со склада раскраска. Ну вот разворот тоже, я думаю, в 2 захода был сделан, скорее всего. Ну, в общем-то, и все. Далее раскраска «Счастье» — это Анастасис. Но здесь я вообще не помню. Сейчас посмотрю. Эту раскраску я даже пока не начинала, хотя она хорошая. А вообще я думала долго, нужна она мне или не нужна. Но она со склада. «Индийские божества» Сергей Матвеев. Это вот я еще тогда пошутила, что... Видимо, раскраски в нашей стране холодно, она затребовала сразу 2 обложки. Вот. Так, что у нас тут? Тут тоже, по-моему, не раскрашено, ну, по крайней мере, я не вижу. Следующее – это древняя белая магия Андрей Левшинов. Получается, что я ее тоже не начала. Виктория Дорофеева «Магические рисунки для медитации». Это и вообще иллюстратор мне нравится, но я в основном то, что у меня в твердой обложке, раскрашиваю. А это получается, что я ее тоже даже и не начинала. Как-то так. Ну да ладно, обязательно потом начну.
Эту часть я, пожалуй, буду завершать. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Все соцсети указаны, как правило, в сообществе, иногда под видео, хотя сейчас я под видео мало что добавляю информации. Мой инстаграм 37, рыжая 38. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, хорошей канцелярии, интересных раскрасок. До скорой встречи, пока-пока.